Здравствуйте, дамы и господа! В недавнем времени я прошел 5-ю главу Дельтаруна и начал задаваться многими вопросами, но в данный момент я хочу задать вам только один вопрос. Вы помните, как вы в первый раз запустили Дельтарун? Наверное, многие помнят, как вы начали выбирать персонажей или как вам нагло заявили то, что ваш выбор ничего здесь не решает. Но почти никто не помнит того, что у нас спросили. А вы вообще знакомы с игрой Undertale? Не хотите с ней ознакомиться? И то есть многие даже не обратили внимания на этот вопрос. Та что тут греха-то? И даже я не обратил внимания. Потому что, мы заходим в новую игру от Тоби Фокса, и логично, наверное, предположить, то, что он спросит про Undertale, потому что в Дельтаруне будут такие же самые персонажи. И то есть вопрос вроде бы логичный. Но мне кажется, мы упускаем тонкую нить повествования. Давайте начнем с того, что стоит один очень важный вопрос. А Дельтарун это приквел или сиквел? Или же это альтернативная вселенная? Но чтобы понять истину, нам нужно представить две не разные игры, а одну единую. Один единый диск, у которого есть две стороны. К чему я веду? Давайте представим себе двухсторонний DVD-диск. На одной стороне идеальный мир. Город, где всегда светит солнце. Монстры живут на поверхности, а войны никогда не было. Это диск сторона А. Сторона Дельтаруна. На другой же стороне диска не такой идеальный мир. Мир после великой трагедии. Монстры, изгнанные под землю, в темноту. Это мир Андертейла. Сторона Б. Эти две стороны, будем называть их для простоты картины, история Андертейла и Дельтаруна, они не чередуют друг друга, а существуют одновременно. А между ними бесконечная холодная пустота. Программная бездна. И наша история начинается именно там, во тьме. Наша история начинается с гениального ученого В.Д. Гастера, который создал ядро, но оступился и упал в свое же творение. Но он не умер, его как бы разорвало на атомы, но он провалился в ту самую пустоту между мирами. Оказавшись там, вне времени, Гастер видит нетронутый идеальный мир, мир Дельтаруна, где все идет по заранее написанному сценарию, и все в принципе прекрасно. И Гастеру приходит охуетительная идея, интереснейший эксперимент. Он берет нас, игрока, некую аномалию с невероятной силой воли и не очень хитрыми, но манипуляционными движениями закидывает нас, игрока, нашу душу, в обычного подростка по имени Крис. Ну, несмотря ни на что, так и начался первый эксперимент Гастера в Дельтаруне. И идеальный мир был заражен нами. Тем не менее, пока мы еще не появились в Дельтаруне, в самом городе разворачивалась настоящая человеческая трагедия. Асгор, уважаемый начальник полиции, однажды натыкается на темный мир. Он видит то, чего не должен был видеть никогда в принципе. Он понимает, что древние сказки пророка, конец света, вот этот шизушу несут там где-то в церкви, это оказывается все правда. Все, что говорили, это оказывается правда, которая вот-вот, но наступит. Он в ужасе пытался предупредить город, что вот-вот наступит конец света и что надо готовиться к чему-то ужасному. Но мы все прекрасно понимаем, что происходит с теми, кто кричит о конце света. Их просто называют сумасшедшими. Жена от него ушла, а мэр города с позором лишает его значка. Асгор остается один. Но история на этом не заканчивается. Старшая дочь мэра Дес бесследно исчезает. Город думает, что она погибла, но правда куда глубже. Она попала туда же, куда и Гастер. В пустоту. И там во тьме она увидела истину, что их мир обречен. Он будет стерт. И тогда она задается отчаянной целью избежать Рокота любой ценой. Но остается один насущий вопрос. А зачем темному рыцарю Тередес открывать фонтаны? Ведь это приблизит нас только к апокалипсису. И тут очень такой неочевидный, конечно, ответ. Но Дес, она ведь не злодейка. Она пытается всех спасти. И у нее больше нет как таковых вариантов. Фонтаны — это гигантский генератор энергии. Она собирает эту силу, чтобы в момент конца света пробить брешь ткани реальности и перенести всех в безопасное место, на другую сторону диска, в Undertale. Соответственно, мы уже можем предположить, что сказал темный рыцарь Тередес
Крису. И после легкой, неджиной беседы Темного Рыцаря и Криса, Крис понял, либо он помогает Темному Рыцарю, либо он ждет просто неизбежного. И получается, что днем он вынужден улыбаться и подчиняться нам, игроку, закрывая сделанные ним же фонтаны, чтобы ночью он опять их открывал. Ночью Крис вырывает душу и идет открывать фонтаны, и служит как обманным маневром, пока Темный Рыцарь делает самую основную часть. И мотивация Криса заключается в том, чтобы помочь рыцарю и сохранить своих друзей, которые будут с ним в новом прекрасном мире. Ну хорошо, а зачем тогда Темный Рыцарь украл нагло, причем попрошу заметить, Асгора и Андайн? Ну, ответ довольно интересный. Чтобы пробить портал в другой мир, рыцарю мало просто энергии фонтанов, нужно живые батареи. Именно поэтому Дес похищает Андайн и Асгора. Сразу передвижу очень интересный вопрос, а почему же не взять того же самого Криса, сделать из него живую батарейку и не запитать все разом и эвакуироваться в Undertale? Ты чё, охуел, блядь? Да хуй на того Криса. Просто взяли, запитали. Один человечишка против всех монстров. Ну, подумайте, логично ж. И ответ прост до глубины души. Что такое душа? Душа — это мы. А мы — это непредсказуемый вирус. Если Темный Рыцарь будет использовать Криса с душой в своем механизме, чтобы запитать его, то в любой момент может случиться непредсказуемое. Мы можем просто разрушить машину благодаря решимости, мы можем выбраться с машины благодаря решимости, а также мы в принципе можем сделать все благодаря решимости. И чтобы его избежать таких неловких ситуаций, Темный Рыцарь даже, я думаю, не хочет рассматривать такой вариант. Исходя из данной теории, мы можем сказать то, что Крис и Рыцарь заключили тайный пакт. Крис берет на себя роль приманки, отвлекает нас, а рыцарь ищет стабильный источник питания. Но вот еще один вопрос. А когда настанет рокот, что Крис должен будет делать с душой? Просто выкинет? Тоже не вариант. Потому что, как мы знаем, Крис без души очень быстро слабеет. И по моей прошлой теории из прошлого видео, просто умрет. Я смело могу предположить то, что Крис понимает свою судьбу. В момент рокота он должен будет вырвать нас из себя навсегда. Конечно, без нас он не сможет выжить и останется медленно умирать на стороне А, пока система удаляется. Он готов принести себя в жертву, чтобы спасти остальных от игрока, от нас. Но мы тоже не сидим на месте, сложа руки и ломаем ихние планы на странном пути. Просто давайте задумаемся, а почему на странном пути 6 глава просто выпадает? Все просто, дамы и господа. 6 глава — это кульминация основного сюжета. А на странном пути, благодаря тому, что Ноэль накопила достаточный левел и была сломлена нашим влиянием, у нее начала появляться частичка решимости. И благодаря этой решимости она смогла затащить Криса на дно озера и провалиться в пустоту на дно озера. Озеро в Хоумтауне — это не просто вода, это битый сектор, прямая дыра в пустоту, ведущая на сторону Б. Undertale. Вы, конечно, можете мне не верить, но вот вам идеальный пример, который доказывает мою теорию. Onion Sun. В Дельтаруне этот осьминог сидит в том же самом озере и слышит странную песню. Но это никакая не песня, это системный шум. В итоге Onion Sun просто проваливается сквозь текстуры этого озера в пустоту и падает прямиком в Undertale, в локацию Waterfall. Никакого массового переноса всех персонажей Дельтарун в Undertale не было. Onion Sun — это баг, который провалился через дыру. И на странном пути происходит то же самое. Из-за перегрузки кода Ноэль и Крис падают в ту же самую пустоту через озеро, минуя 6 главу. Итак, давайте вернемся к обычному пути. Начинается рокот, и все идет по заранее написанному сценарию. И тут уже в игру вступает план Дес и очень хорошо грамотно вписанный в эту всю историю бункер. Но нужно обозначить одну маленькую деталь. Бункер в мире Дельтаруна был всегда. Да и в принципе, мир Дельтаруна — это лишь тонкий слой текстур. Если мы в данный момент начнем копать под себя, то мы неизбежно упремся в изнанку кода, программную пустоту. И вот к чему я веду. Бункер — это просто самое глубокое
высокое место в городе, самый прямой и легальный физический спуск к границе миров. И поэтому бункер — это самый легкий способ попасть на сторону Б, на сторону Андертейла, и спасти всех монстров, которые находятся на стороне А, на стороне Дельтаруна. И когда небеса на стороне А рушатся окончательно, и все монстры убегают в бункер, включая Санса и Папайруса, они спускаются в самые глубины бункера и видят какую-то огромную машину за дверями. Так уж получилось, что Санс и Папайрус были первыми, кто зашли в те двери. Но происходит трагическая случайность. Какой-то сбой программы. Тяжелые двери просто захлапываются перед носом у всех монстров. Машина активируется, она пробивает барьер и переносит сквозь мрак на сторону Б только их двоих. Все остальные, Асгор, Ториэль, Андайн и все остальные, остаются кричать по ту сторону двери, пока навсегда не стираются вместе с миром Дельтаруна. Вот так Санс и Папайрус попали в мир Андертейла. Жители подземелья, конечно же, не просто так говорили то, что братья просто взяли и появились здесь. Из-за колоссального системного шока при переходе Папайрус забыл все. Но Санс помнит все. Та самая фотография Криса, Сьюзи и Ральзея, которую он получил от Сьюзи, не дает ему забыть то, откуда он пришел. После того, как Санс и Папайрус окончательно обосновались в Сноудене, Санс все время пытался починить ту самую машину, или же просто ее воссоздать, чтобы вернуться назад на сторону А, на сторону Дельтаруна. Но как мы знаем, у Санса ничего не получилось. Он не смог воссоздать машину и не смог вернуться назад в свой мир. Он уже принял тот факт, то, что он будет жить здесь, это его новый дом, тут у него новые друзья, которые так сильно похожи на его старых. Мир Дельтаруна окончательно стерт. Крис делает свой последний вздох, вырывает нашу душу, и экран гаснет. Диск переворачивается на сторону Б, в Андертейл. Но куда деваемся мы? Игрок, та самая аномалия. Операционная система не может просто удалить наш код, поэтому она экстренно создает для нас новый пустой сосуд в новом мире. И здесь кроется самая гениальная деталь. Вдумайтесь в имя нашего нового героя. Возьмите имя Крис, перемешайте буквы, получится Рис, угроза. А теперь добавьте спереди системную литеру F, что означает файл. Соедините и получится Фриск. Фриск — это буквально файл Криса. Это не настоящий человек, это просто системное название резервного файла. Пустая оболочка, в которую игра закинула наш вирус. Понимаете? Мы всю игру бегаем, заходящий системный бэкап. И теперь все встает на свои места. Вспомните Санса. Оказавшись в Андертейле, он не просто ленялся. В своей тайной лаборатории за домом он годами изучал квантовую физику и сломанный код вселенной, пытаясь починить машину и вернуться. Именно копаясь в коде, он понял, как работают сохранения, и он вычислил нас. Когда в финале пути геноцида Санс встречает нас в золотом зале суда, он смотрит вам прямо в глаза. Он говорит о страшной аномалии, из-за которой все обрывается. И теперь мы понимаем истину. Он говорил не только о ваших сохранениях. Он знает, что это мы стерли его родной город на стороне А. И теперь мы пришли уничтожить всех в его новом доме. Ой, дамы и господа, вот такая у меня история сюжета Андертейла и Дельтаруна. Ну что самое интересное, у нас еще есть очень большая почва для размышлений. Посудите сами, шли бы вы по обычному пути или ломали игру на странном, Санс и Папайрус в любом случае сбежали в Андертейл, это неизбежно. Но в странном пути Криса даже нету в финале, и Ноэль тоже, потому что через озеро они провалились на сторону Б, в Андертейл. Значит ли это, что системе больше не нужно создавать резервный файл Фриск? Что меня тогда? Если Фриск это файл Криса, то кто в таком случае Чара в этом программном коде? Скажу вам прямо, я честно не знаю ответов на эти вопросы. И буду безумно рад, если вы в комментариях напишите свои варианты и догадки. Честно говоря, эта теория где-то на уровне ядерки Гастера, но я не мог просто не поделиться данной интереснейшей теорией. И на этом у меня все. Спасибо, что посмотрели мое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а я с вами не прощаюсь. Всем удачи и всем пока!